Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваше внимание. Тема сегодняшнего расклада. Его мысли, чувства, действия на ближайшие 48 часов. А расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации загаданного вами мужчины. Сегодня нужно вспомнить мужчину, назвать его имя, вспомнить его глазки, улыбку, тембр голоса. Какой это мужчина? В конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога по этой теме. Да? Надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. И если у вас есть вопросы, на которые хотели бы вы получить ответ профессионального психолога, пожалуйста, присылайте. Получите ответы в моих видеоконсультациях. Обязательно. Итак, вспомнили мужчину? Вы мне сейчас напишите: Кирочка, у меня 24/7 из головы не выходит. Ну дай бог, чтобы такого не было ни у кого, да? Вы можете думать, что он забыл, занят или ему все равно. Но карты, скорее всего, покажут совсем другую картину. Посмотрим. Посмотрим. Итак, какой это мужчина? А он за вами подглядывает, он что-то вспоминает. Может быть, тут карта друзья через ваших каких-то... У кого-то это общие друзья, у кого-то даже, может, его там какие-то друзья ему рассказывают о вас. Будто бы кто-то из его друзей, может быть, вас видел, может рассказывать о вас. Так, какой мужчина. Ух ты. Карта сердца. Какой мужчина. Угу. Знаете, как тут чужая семья потемки, да, а тут его сердечко потемки. Фиг поймешь, кого он любит. Тут как-то себя, наверное. Ладно. Так, смотрите, мужчина какой. Показано нам по карте принц, девочки. Такой ресурсный, интересный. Для многих дамочек лакомый кусочек. Дом. Сейчас я уточню. Дом. Большое внимание, наверное, уделяет, может быть, своему дому. Может быть, ну, не обязательно антураж. Может быть, сейчас как раз стоит у него вопрос покупки недвижимости. Ну, как будто бы... Сейчас я уточню, о чем это. Знаете, сочетание принц и дом. Скорее всего, мужчина зарабатывает деньги, вкладывает в этот какой-то дом. Может, в прямом смысле там ремонт делает, да? Освежает интерьер. У кого-то покупка недвижимости. Опять-таки мне выйдет. Работа. Работает дома. Работу домой берет. Ага. Ощущение дома. Знаете, так, мужчина может быть не свободен у кого-то, да, во-первых, карта принца, во-вторых, тут у меня вышла, там, где он находится, домой берет работу, голова занята работой, даже когда дома находится. При этом, странно, я так хотела первые карты прочесть, что, знаете, мой дом, моя крепость, я там себя чувствую так комфортно. Нет, показано, он с удовольствием пользуется любым моментом по карте парусник и карта отшельник. Не обязательно там куда-то кому-то, я имею в виду там в любовной истории. Нет, как будто бы в принципе, извините, такой же организм, как свалить из дома, пользуясь любым моментом. Карта парусник. Вот там что-то любая какая-то там, хотела сказать, заварушка, любой предлог там. Да, и он с удовольствием как будто бы убегает из дома. Мне так показали. Так, при этом дома он даже как-то себя чувствует по карте отшельник, как будто бы не совсем в своей тарелке. При этом тут какая-то женщина. Женщина к нему проявляет инициативу. И она имеет власть над ним по карте сила и хитрость. Тут как-то она уже и так к нему. Да, ей нужно получить от него урожай. А он ее воспринимает как наказание. Такие карты чудные вышли.
Ну, женщина, там и сила на нее вышла, и инициатива, и она может быть и проявляться как и ангел, как и демон. То есть такое, как будто бы, даже не знаю, ну, у кого-то это понятно, супруга там, у кого-то это может быть даже там родственница какая-то, у кого-то это взрослая дочь. Ну, как будто бы даже чуть ли не женщина в этом доме устанавливает какие-то правила. И ему хочешь, не хочешь, а ему не очень хочется. Там приходится приспосабливаться и жить в этих каких-то, выживать в этих условиях. Странное сочетание. Дальше по карте компас как будто бы ищет любовь, пытается найти любовь. А что ж тебе искать? У тебя же в доме у тебя что? А в доме у него, видите, болезненная, ну, я имею в виду любовная тематика, что-то вдоль позвоночника как разломаны, видите, какой-то разлом, карта болезни. Да, это карта дома. Вот такие ощущения у него. Вот дома он себя как-то болезненно ощущает. И, скорее всего, по карте компас вот эта вот любовь, тут у человека не закрытая эмоционально-чувственная сфера. Он ищет наполнение вне дома, вне семьи. При этом по этой черной кошечке, повторюсь, фиг поймешь, кого он тут любит, кого-то любит. Но это явно не тут, не дома он это как будто бы наполняется, да, давайте так, какой-то энергией. И при этом может скрывать, понятно, он тут свою какую-то влюбленность, любовь по этой черной кошечке он скрывает. Прячет, скорее всего, за фасадом своей какой-то, у кого-то это респектабельность, у кого-то это карьерный рост, тут у меня амбиции, рост, я другим занят, голова моя. Ну, то есть вот это сердечко, которое тут оно у него живое, оно кого-то любит, но он за маской скрывает. Понятно, может быть, там работа, нагружает себя, какие-то планы. Ну, вверх по этой карьерной лестнице и плюс эгоизм. Тут карта такой. Он знает себе цену, как будто бы говорит, ну, не я первый должен проявляться точно. Мне так идет. Какой-то такой у меня прекрасный мужчина пришел. Ваш, не ваш. Солнышко еще переворачивается. Солнышко и одиночество. Одинокое солнце в зените, да? Ладно. Одинокое солнышко — это скорее история о том, что человек может быть очень общительным, жизнерадостным в принципе, да? Но это скорее как фасад, как маска, которую он носит. Этот человек так себя позиционирует. Там, в любой компании мне будут рады. Я тут как ясно солнышко появлюсь. Согрею, обогрею всех, может быть такой балагур. Но на самом деле за этим всем фасадом скрывается одиночество. Даже в какой-то веселой компании он может типа улыбаться, а глазки будут такие печальные, да, вот как-то так. И чувствует себя одиноким в этой веселой компании, может быть. Ну, как-то мне такую картинку показали. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, первое у нас мысли этого человека, да, о вас. Главное, дума о вас. Что он там думал, надумал. Ну, на данный момент, девочки, вот это в этот период какой-то вот думу додумал. Следующее. Чувство. Что на сердце? Что там на сердце? Нежность, может быть. Может быть, влечение к вам, одержимость вами. Может, ему вообще прохладно, самому собой роскошно, а мы тут притягиваем за уши что-то, кого-то. И внешние проявления, да, другими словами, действия, да, в ближайшие 48 часов. Что он сделает физически? Напишет, позвонит, приедет или будет демонстративно молчать, сопеть, ожидать вашей какой-то реакции, может быть, провоцировать вас, может быть, там, ну, не знаю, в засаде сидеть опять-таки, через опять-таки друзей что-то о вас узнавать. Посмотрим. Итак, первое у нас идет... А нет, давайте я еще пока не перевернула, я возьму эротический
какие карты. Вот. Монару возьму. Надо же добавить эротики в нашу жизнь. Да, что-то мне захотелось добавить вам эротики. Итак, главные думы о вас, да, это вот у нас сейчас мысли о вас. Следующее у нас идет чувства к вам. И какие там проявления у него будут в ближайшие 48 часов в отношении вас, что он тут будет. Начинаем. Первое у нас мысли о вас. Ух, вау, сразу с порога. Она моя вторая половинка, зеркало. Смотрю в тебя как в зеркало, да, умопомрачение. Какая-то песня такая была классная, по-моему. Так, девочки, и тут у кого-то это близнецовые пламена, эта карта иногда так читается, да. Ну, кармические партнеры, люди, которые пришли не просто так в жизнь друг друга, а для того, чтобы, хотел сказать, ладно, наследить в жизни друг друга. Нет, не наследить. Тут вот, благодаря вот взаимодействию с этим мужчиной вы сами меняетесь, у вас есть стимул измениться. Стать лучшей версией самой себя. Это болезненно всегда будет. То же самое и у него. Он уже никогда не будет тем, кем он был прежде, до встречи с вами. Вот эта встреча, она изменила что-то в нем. Может быть, видение взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В принципе, там уже не знаю. Изменился мужчина. Так, мысли о вас. Ну, ему одиноко. Опять карта одиночества вышла. Без вас ему одиноко. Он тоскует, человек, по вам. Ой, бог ты мой, да что ж такое? Одиночество, депрессия, мысли о вас. Сова, свечи, кровь. Ух ты. Так, вот эти вот карты уточню. У кого-то тут любовные треугольники проиграются, так как тройка мечей. Он говорит, сердце разбито. Манипулировал, выманипулировал. Мысли о вас. Да, сейчас уточню. Это вас он считает мудрой совой, тетушкой совой. Сейчас я уточню. Сова, это о вас он так считает. Он считает вас женщиной, которой хватило мудрости, может быть, выбрать свой путь, свою дорогу и пойти дальше по ней. Ну, не стоять на перекрестке, да, допустим. Может, какое-то время вы там и ожидали от него чего-то. Может быть, как будто бы, может, в подвешенном как состоянии были или надеялись на что-либо. А сейчас как развилка. Ваши пути то ли разошлись, но при этом карта мудрость и следующая карта свечи, карта кровь. Это, знаете, у вас вполне возможно были какие-то иллюзии, ожидания даже, планы. Может, по поводу этого мужчины, по поводу каких-то форматов, построения взаимоотношений с ним. Кто-то хотел, тут я это так прочту, даже там, может, союз создать, у кого-то там детки хотели. Но как будто бы это все, то ли оно не случилось, не сложилось так, как вы этого хотели. Но тут карта свечи, тут я это буду прочитывать как какое-то, как ваше... Ну, где-то оздоровление, выздоровление, где-то избавление от этих иллюзий даже. Как будто бы реальность кого-то, конечно, болезненно тут накрыла она. Но по карте сова женщина уже не пребывает в этих каких-то иллюзиях, да, там про единорогов, про, уж не знаю, пони розовые. Тут реально как будто бы посмотрела на вот его проявление, может быть, объективно оценила. Вот тут вот что-то такое, вот он думает о вас, о том, что вы помудрели, вы стали другой совершенно. Может быть, ну это его отношение, его ощущение, как будто бы энергетика ваша поменялась, в его сторону по-другому вы проявляетесь. Опять-таки, король воды, он думает о вас, что рядом с вами он себя вот таким ощущал. Вот в Монаре она своеобразная, эта карта король воды. Это мужчина, который любит себя, который красуется, любуется, он знает о том, что его любят, ценят, ему комплименты говорят. Понимаете, тут такой мужчина, который
любит вас за то, что вы любите его. Вот это обожание в женских глазках, он привык считывать, он наполнялся этой энергией. Но тут дальше карты, говорящие, вот мысли моего, мысли о том, что вот так все начиналось, да, я тут был такой красавчик, она тут на меня смотрела, а дальше что-то тут по карте нулевой аркан шут-дурак, Манария она своеобразная, тут Мальвина играет, как будто бы манипулирует этим Буратино. И дальше тройка мечей, разбитое сердце. Сейчас я уточню. Как будто бы вот какие-то он тут думает о том, что вроде все так было классно, а потом мне так как будто бы то ли он неожиданно превратился в этого Буратино, которым оказывается, как управляет эта Мальвина, вас он в роли этой Мальвины. Тут даже, может быть, такие у него подозрения быть, мысли о том, что неожиданно он сам, может быть, знаете, как кто охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Вот тут вот что-то такое. И сердце разбито. У кого-то это трудно реализуемые отношения, у кого-то эти порицаемые социумом, да, опять-таки какие-то тут форматы. Так, это вы, типа манипулятор. Нет, кстати, это не вы манипулятор, это он манипулятор. Тут смотрите, в чем дело. Тут даже не в том дело, что он думает, что это вы манипулировали. Не-не-не. Это он говорит о том, что, смотрите, он таким красавчиком был, и это он вами пытался манипулировать. Это в каком плане? Карта всадник, когда примчался тогда, и хорошо, особо не беру ответственности. Ну, что, ради бога, ну, взрослые люди, как, ты мне нравишься, я тебе тут, вы чертовски привлекательны, я вообще там офигенно какой, да. Почему бы и нет, да, вот тут как-то так. Но это привело все к разбитому сердцу, к разбитым мечтам, иллюзиям, ожиданиям. Так, это мысли о вас. Это у вас сердце разбито? Для вас это было тяжелым каким-то потрясением. Может быть, какое-то его потребительское отношение. Или ваше ощущение такое, знаете, как будто бы мужчина, ну, обесценил где-то вашу любовь, ваше проявление. Где-то даже тут вообще какие-то тут сплетни, может быть, всплыли. Какой-то вот тут такой не очень красивый шлейф, и, может быть, из его поступков, из его проявлений. Это такое тоже имело место быть тут. Как будто бы вы могли в один момент, знаете, рассчитывать на то, что вы для него будете единственной той самой, а он как обесценил и показал вам, да нет, как-то так. И для вас это карта крест, это урок, который вы его прожили, вы осознали все, разложили по полочкам, вам нужно было это для чего-то пройти. Может быть, для того, чтобы больше каких-то похожие форматы в свою жизнь не пускать, взаимоотношений с мужчиной, может быть, даже таким не доверять, изначально не подпускать к себе таких. А у него, кстати, разбитое сердце через время. Он как будто осознал. В моменте, может быть, если вы там расставались, там точки над «и», он до конца не понимал, кем вы для него являетесь, может, даже и не наделял какой-то значимостью особой. А тут мне показалось, сердечко у него разбито. И вот сейчас у него как постфактум идет осознание того, может быть, принятие даже того. Эта женщина для меня важна, оказывается. Вот через время до него дошло, что у него сердце разбито. Ну, как-то так вот. Мне так показали, подсветили. Вот такие мысли сейчас по поводу вас. Эротики добавила, но что-то как-то тут вообще все не сильно эротично, да. Это печально, так, какие-то карты такие печальные. Ну, что вышло, то вышло. Так, давайте смотреть дальше. Чувства, собственно. Что на сердце у товарища? Нежность, что там, одержимость. Посмотрим. Ревность. Посмотрим, что у него на сердце в отношении вас. Ух ты. А как это? Семья, дом, черная кошка, крадник, самонастрой, опять род, опять офигеть, двойка воды, любовь, солнце. Ну мне что-то рассказывает, какую-то историю показывает, он говорит на сердце.
это вообще к вам же. А он мне рассказывает: семья, дом, я в семье дома, может, с домочадцами, по черной кошечке. Максимально стараюсь там что-то как-то, может, камуфлировать, не показывать своих каких-то, может быть, даже эмоций. При этом, девочки, у кого-то тут прям мне картина маслом проиграется. Если мужчина надеялся вас заполучить в роли любовницы или параллельно какая-то связь была, если у вас даже отношения там завязывались или в принципе могли бы быть, да, или были, тут, знаете, как-то история о том, что он говорит, может быть, когда ты была в моей жизни, присутствовала, у меня и дома было все неплохо, как будто бы. Может, энергия, которой вы там с радостью делились, там на этой энергии у него и бизнес, карьера шла, тут все хорошо, и тут и хватало еще на взаимоотношения с близкими. Вот почему-то мне вот эти карты, крадник, самонастрой, карта род, знаете, если он тут оказался один на один вот, со своими тут домочадцами, то тут какие-то проблемы. Тут мне показывают сейчас, то как будто бы человеку не хватает энергии, и он сам себя настраивает. Карта род, с одной стороны, вроде бы как, ну да, как структура, я не готов отказаться там от семьи, при этом что-то как-то так, вот энергии не хватает, энергии. Может, от него что-то хотят, а ему что-то хочется другое тоже. И как будто бы, да правда, как батарейки не хватает, его подзарядить, перезагрузить, подзарядить. При этом карта вот самонастрой и карта род. А рядом карта слуга воздуха. Это история скорее о том, что человек при наличии тут семьи, взаимоотношений, да, какая-то тут может быть уже очень давняя история в плане, ну, уже все давным-давно как расписано, уже предрешено даже, человек не готов менять свои сценарии тут глобально, но при этом у меня идет вот эта карта в Монаре, слуга воздуха. Тут мужчина, который, смотрите, одел тут наушнички какие-то, тут костюм, тут типа маляр, да, он чем-то занят, еще и плеер тут включен, тут музыку слушает. Это история о том, что при статусе, допустим, несвободного, этот мужчина максимально убегает из дома, из семьи, и где-то занят своими делами. Я не говорю тут какими-то он, ну, там, какими-то стрёмными, не говорю тут про какие-то там его похождения. Нет, в принципе, как будто бы он хотел бы занять себя тем, что ему интересно, но это вне дома, вне семьи. Он как отстраняется, как вот два человека. Один вроде бы вот при семье, а другой вот подальше. Вот, я даже не могу сказать, что он тут как-то кайфажор какой-то там, или он там тратит какие-то деньги. Ну, как будто бы просто желание поменьше проводить время, род, семья. Тут как будто бы нет наполнения. Особо я не вижу тут радости нахождения в семье. Но мы вообще, это он мне такую картинку показывает. Ну и в конце у меня вышло, смотрите, на сердце, что у него. А у него на сердце любовь, двойка воды. Но тут такая любовь, знаете, мужчина женщину в воде то ли спасает, то ли он готов ее из ревности утопить. Видите, он как доминирует над этой женщиной. Женщина руку протягивает, говорит: боже мой, спасите меня, нафиг мне такая любовь. При этом солнце, эта любовь его как согревает. Эта любовь, она дает ему, может, знаете, как проблески надежды, что не все так плохо в этом мире, но в то же время он прекрасно как будто бы понимает, что если он будет идти за этой любовью, то видите, как эта девушка, да, с этими крыльями летит на солнце, ну, своеобразная такая какая-то аллегория с Икар, да. Эти крылья, они, прям вспомнила этого да Винчи, эти крылья, они могут опалиться солнцем, то есть будто бы он понимает какие-то риски, которые связаны с этой любовью, которую он к вам испытывает. Может быть, не готов это реализовать. Хотя по солнцу это открытые дороги. По солнцу это
желание прям с вами, может быть, вот провести вот очень ярко, классно время. Это на чувства, на эмоции, да, с одной стороны, это эгоизм, вот хочу для себя, хочу ее себе, про себя больше, вот такой, как будто бы этот, но при этом солнце, это же тоже как детская позиция, да, ребенок, он же не несет ответственности, он больше как потребитель выступает, хотя мы его любим, этого ребенка, и тут то же самое, скорее всего, он привык к тому, что его любовь такая больше потребительская. Вот тут то же самое. Как-то мне так вышло. Хотя я не удивлюсь, если он там вас называл своим солнышком. Тут что-то такое, как-то солнышко, любовь, вот такое вот. И вас он видит такой яркой, женственной, привлекательной. Может быть, это как большой ребенок. Я имею в виду непосредственно искренний. Вот такой вот. Ему, я вижу, по всем этим картам не хватает энергетики вашей, наполнения. Ну, такое что-то вот. Давайте смотрим какие-то внешние проявления, действия, что он сделает физически. Ну, вот физически напишет, позвонит, приедет или будет молчать, как я уже говорила, в засаде сидеть. Сразу у меня вышло, что он тут сделает. Треугольник. Сразу треугольник. Наличие еще одной женщины. Я тут такой павлин мне вышло. Я буду расхаживать этим гоголем павлином, показывать, какой я красивый, какое у меня оперение, какой, может быть, там, не знаю, что элементы какой-то, не знаю, роскошной жизни, уже не знаю, брендовая одежда, какой-то новый там, не знаю, что там в голове такое, уже не знаю, там в голове в моей опилке, да, ладно. Может быть, там, не знаю, там, ну, даже это не хвастовство, это как будто бы между строк показать, вот я такой красавчик, тут на меня засматривается. Так проявление ваше, его к вам будет сиять, и по карте эволюция, ну, тут он не будет на месте сидеть, но в плане он тут будет развиваться для себя, он будет как будто бы показывать вам, смотри, какой я красавчик, тут чуть ли не такая тема, как будто бы это вы должны проявиться, и он тогда может снисходительно там как-то вам кивнет, потому что тут карта вот эволюция, и в отношении вас дальше вот эта карта плод, видите, тут как будто бы не суждено там проявиться, он сам себя то ли останавливает, то ли в принципе он эти сценарии даже не рассматривает. У вас тут ссора, карта соперник, ух ты. А он тут уверен, что у вас кто-то есть уже. Если он к вам появится, почему он не появится? Потому что вы тут со скалкой в руках стоите, и соперник, и ревность тут. Бог ты мой, он видит вас королевой жезлов, да? Королевой огня. Она такая страстная, она еще та штучка. У нее тут 100% кто-то есть. Бог, и что он будет делать? Давайте посмотрим. Тут вообще-то как будто бы делает человек шаг по этой карте из какого-то сценария привычного, но при этом туз огня, ух ты. Она съела мое сердце, меня к ней тянет. Шанс, это шанс 100%. Шанс на, ну тут на, ну скорее это как сексуальную связь. И тут вот тяга к вам. Так ты будешь проявляться или нет? Что-то ты мне голову забил мне голову. Я уже не понимаю. Так, будет мечтать или что? Или, ну, шанс какой-то же есть тут, 100%. Шаг в сторону этого шанса. Так как женщина очень привлекательна для него. Так, ты физически что сделаешь? Что это? В отношении вас ключик. И что? А действия? Да, девочки, честно, не особо я не вижу действий. Я вот прям тут же прям такая как подсказочка я была. Думаю, ну действительно сейчас сделает какой-то шаг, и тут туз кубков, это действительно шанс будет использовать.
У кого-то вы можете пересечься. Карта сад это в социуме где-то, но при этом ему бы не хотелось выглядеть этим бедным родственником и показывать, что он вас заинтересован. Он нет. При этом какие-то ключики к вам будет подбирать все равно. Может через каких-то опять-таки друзей, знакомых. Нежелание по карте жадность вас потерять. Тут ревность, желание узнать, есть ли у вас там кто-то еще. И опять-таки эмоции его накрывают, девочки. Тут редкий случай, когда эмоции присутствуют. Да, действительно, в отношении вас тут какие-то эмоции его накрывают. Но при этом тут же он сам себя как, знаете, останавливает и говорит по карте зелья, а настоящая ли это любовь? Может, это как, знаете, отравленная любовь. Это как в этом кубке не настоящая, там, любовное вино, да, вино любви, а это как суррогат какой-то. Может, это просто на вот таком химическом, вы поняли, каком-то, ну, это химия, да, это притяжение, это сексуальное влечение, это страсть. Но любовь ли это? Хотя тут много карт, говорящих о том, что он к вам испытывает чувства. Ну, судя по всему, тут опять какие-то у него качели. Тут боится того, что вы тут и скалкой по башке ему дадите, если он припрется. Соперник еще какой-то выйдет, и вы тут прекрасно с этим соперником проводите время. Скорее всего, проявишься как-то по карте солнышко. Но это такое, может проявиться, действительно появиться на пороге. Но скорее он даже не то, что там конкретные шаги в сторону вас, он скорее тут по карте вот павлин и солнышко, он покажет, какой он красавчик. Это дабы вас спровоцировать. Это о чем? Это для чего? Но он говорит, мне все непонятно, душевные муки какие-то у него, луна, он говорит, я не пойму, я как в темнице со связанными руками. Как будто бы он даже не знает, нужно ли вам, да, нужно ли вам. Он говорит, она не покажет, если я ей нужен, она даже не покажет, она будет в маске ходить. Как бы так узнать, нужен ли я ей, в принципе. А он вам нужен? Он вам нужен, может, был для серьезного чего-то, карта род, семья. Вы чувствуете какую-то связь, как родной человек. Но дом. Вот вам серьезного хотелось чего-то. Любовная связь. А любовная связь это бесплодно. Вы говорите, я не хочу. Вот просто, ничего плохого нет там. Вот как любовная связь, вообще ничего нет плохого. И секс, ничего нет плохого. А классный секс это вообще замечательно. Ну, как будто бы вы говорите, а мне просто такие форматы, приехал, уехал, да, прискакал. Зачем оно мне нужно? Голову морочить. Как-то так. Такой расклад сегодня, девочки. И жалость о содеянном – это всегда столкновение со своим эго. Тут много карт выходило на то, что он тут павлин, это же самовлюбленный, солнышко, большой ребенок, эгоистичный, да. Психологически он может остро чувствовать ваше отсутствие. Да, чувствует, тут тоска есть. Но его гордыня мешает ему признать ошибку. И раскаяние его часто маскируется под, может быть, гнев или полное молчание. Что? Потому что вы должны принять это. Это его форма защиты от чувства вины. И не ждите, не будьте наивными, да, что его сожаление мгновенно превратится в извинение. Важно не то, жалеет ли он там о содеянном, а намного важнее то, какие выводы вы сделали. Понимаете? И ваше спокойствие и счастье не должно зависеть от того, признал ли он свою неправоту. Все, удачи, всего вам хорошего. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но и те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.